Оказались на территории Средней Азии и говорим по-русски. Вы знаете, что такое сяби? Понюхаете? Страшно не было? А что страшного? Я же совсем маленькая была. Ну, скажем так, насильственное переселение. Ты же казах? Мы сейчас находимся в легендарном месте. Надя расскажет. Взбодрился? Я не знаю, о чем он. Эти скамеечки имеют название. Не в обиду Кима будет сказано. Куйлюк. Базар. Это роднулечка. Это тяй. Сергели? Пали-пали? Мои дети, я тоже бы не захотел, чтобы работали на такой работе. Проживаем в Корее 9 лет. Я там жил неплохо. Тут в Корее мы таких трудностей не испытали. Хочется вернуться на родину. Все время работать на заводе. И вот вся молодежь сейчас там. Тетьма. Холодно сегодня. А можешь спросить? Да, спрашивай. Мы просто с Саньком спорили. Ты же казах? Не, кореец. Ты из Кореи приехал? Я из Узбекистана приехал. Так ты узбек? Не, я кореец, Леш. Кореец из Узбекистана. Подожди, а русский откуда знаешь? Пойдем, расскажу. О, все. В этом видео мы, девочки, это Надя, это Таня, девочки, авторы проекта «Не телефонный разговор». Так вот, мы тебе постараемся динамично и, как принято говорить, без воды, рассказать о корейцах Узбекистана и Средней Азии в целом. Главное, как так получилось, что мы оказались на территории Средней Азии и говорим по-русски. Надя? Не забывай репостнуть и поставить лайк этому видео. Это обязательно. Таня? Приятного просмотра. Такой у меня брат был. Еще с 1860 года наблюдается миграция корейского народа в Российскую империю. Причинами тому служили голод, плохие климатические условия и японская оккупация. Корейцы участвовали в Первой мировой войне, как граждане России. Они участвовали в революции. Ну, как в революции? В гражданской войне. И поголовно на стороне красных. Потому что они понимали, что большевики-то обещали и землю, и равенство, и братство, и так далее. Как бы там ни было, корейцы все равно испытывали там какой-то гнет и расовые притеснения. И еще до революции они строили школы на общественные деньги. Уже к 30-х годах у корейцев был свой вуз, пединститут был на корейском языке, был техникум, было где-то порядка несколько газет, и был свой театр. Однако со временем ситуация стала неоднозначна. Понятно, что вот такая диаспора, многочисленная диаспора, которая на Дальнем Востоке, вблизи от границ, да, а за границей же были японцы, которые уже обосновались в Манчжурии, да, захватили Корею. Японцы постоянно засылали своих лазутчиков, шпионов. Стопроцентно это были корейцы, естественно, да. Они же японцы не пошлют. Эти корейцы, их обученные, естественно, переходили границу, значит, терялись среди этих местных, как говорится, уже корейцев. Это не могло не возбудить странные чувства у тех же, да, чекистов, которые их вылавливали. А как поведут себя корейцы, основная масса, если Япония нападет? Ну и поэтому вот решили, значит, переселить корейцев. 21 августа 1937 года вышло постановление о переселении за подписью Молотова и Сталина. Это был щадящий режим переселения. Слово депортация тоже, в общем-то, не очень подходит. Ну, скажем так, насильственное переселение. Но по словам офицеров НКВД, основная масса корейцев встретила это постановление одобрительно. Но это не значит, что все были против переселения. Были люди, которые, в общем-то, восприняли это, спокойно. Отец, например, радовался. Однажды он пришел домой, говорит, едем. А куда едем? Чего едем? Едем, говорит, и такой весь возбужденный. Может быть, там будет нам лучше. Учитывая то, что дорога была одноколейная, заняло где-то месяц. Основную массу везли в товарных поездах, теплушках, как раньше называли. А уже интеллигенцию, которых тоже всех вывозили, их, значит, везли в плацкартных вагонах. Проблемы заключались в чем? В том, что вот эти республики здесь, в основном Узбекистан, Казахстан, они абсолютно не были готовы к приему такого количества людей. Конечно, первая проблема – это было жилье. Куда их расселить? Их расселяли там, куда могли, в коровниках, там, в школах, в недостроенных объектах, там, в конюшнях.
Ну и многие семьи узбекские принимали к себе тоже так. Так чем же занимались корейцы после переселения на земли Средней Азии? Узбекистан как раз в это время, в 1937 году, была одна из самых рисосеющих республик в Советском Союзе. 60% рисовых плантаций находилось вот в Узбекистане. Урожайность была очень низкой. Успех земледельцев, корейских земледельцев, рисоводов, заключался в семейном подряде. Переселенцам же не выделишь поливные земли, да? Они же на вес золота. Естественно, малопригодные, бросовые земли. А Черчик, это сейчас Черчик такая, знаете, маловодная речка, а тогда это была грозная река. И она прямо смывала берега, дома, там, и люди боялись селиться рядом. И поэтому вот корейцы стали селить возле Черчика, да, вот прибрежные районы, были там камышовые болота. Это все приходилось осваивать, да. Идет множество разговоров и обсуждений, что в нынешнее время высшее образование стало неактуальным для молодежи. Давайте послушаем, тенденция ли это только сегодняшнего дня. Неоспоримым, конечно, достоинством корейцев, да, и особенностью было то, что тянулись к образованию. Потому что любой кореец понимал, что если ты хочешь хорошо жить, надо хорошо работать. Но если ты хочешь жить достойно, с достоинством, надо иметь образование. В 60-х годах был такой страшный бум. Любой вуз, любой ценой. Вот только чтобы поступить. Если в колхозе кто-то поехал, не поступил, они даже не возвращались, чтобы избежать позора. Но это, конечно, имело свой и отрицательный эффект. Как без призвания, да? Человек заканчивает вуз, да, становится инженером, скажем, кораблестроитель. Какой из него кораблестроитель? Он вырос в Узбекистане, море тот не видел, да? Там едет, работает, ничего не понимает толком. Естественно, нет карьерного роста, работа противна, да. И куда? На луководство. Ведь в Советском Союзе инженер первоначально получал меньше даже, чем рабочий квалифицированный. Обычно 120 рублей, когда рабочий получал 150-200. Поэтому это рвение поугасло. Даже кандидаты наук бросали все это самое, свою преподавательскую деятельность и туда. Сергей? Откуда знает? Брат, ты кореец? Да. Говорят, в Корее хорошо зарабатывают, а что туда не едешь? Как вы знаете, большинство корейцев уехало или продолжает уезжать в основном в Южную Корею. Кто-то на учебу, кто-то по работе или на постоянное место жительства. Но есть разные истории. Мы уже знали заведомо, что когда мы приедем в Корею, нам будет очень сложно, так как мы не знаем корейского языка. Поэтому, приехав сюда, в первую очередь, с чего мы начали, это с изучения корейского языка. Наших соотечественников с каждым годом становится все больше и больше, и уже не как раньше, когда многие приезжали сюда только на заработки, уже привозят свои семьи и остаются здесь жить насовсем. И несмотря на все сложности в освоении языка, культуры, менталитета местных жителей, мы смогли привыкнуть и полюбить эту страну, и она стала для нас уже вторым домом. Добрые люди, хорошее здравоохранение, красивая очень природа, и также здесь очень вкусная кухня. Но Корея, насколько она красивая, какую мы ее привыкли видеть в корейских дорамах или кино, настолько она и сурова, где высокий уровень жизни и бешеный ритм корейской фразы «пали-пали» иногда сбивает с ног, и многие ошибочно думают, что она непригодна для жизни. В Корею я прилетел в 2010 году, и прилетел я сюда по программе на учебу. В Корее мне нравится в первую очередь это еда. Еще мне нравится то, как в Корее развита служба доставки. То есть это касается и доставки еды, это касается и доставки товаров. Что касается общества и людей, в целом могу сказать, да, что мне нравится здесь местное общество. Оно не идеальное, но могу сказать, что оно просто другое. То, что я здесь живу уже достаточно долго, наверное, я уже к этому обществу привык, как-то влился сюда. И в целом, да, оно мне здесь нравится. Напоследок хотелось бы отметить момент, то, что мне нравится как человеку не курящему, то, что в Корее курение разрешено только в отведенных для этого местах. Грузил летом на Арбайте, работал, например, печь, нужно было разгрузить 4 мешка по 500 килограмм, нужно было их разгрузить, смешать это, загрузить обратно, поместить на Тигича, это машина-подъемник. Я это все делал, и знаешь, вот... А это все студенты так работают или только да, ты? Многие студенты, мальчики, потому что не зная языка, они идут так работать. Проработав на такой работе, где я мешки разгружал, там была жара, духота,
И знаешь, у меня настолько не было сил, что я сел на эту гору с лопатой. Здесь печь, которая разогревает по 1000 градусов. И это все вот в таком помещении. Вместо меня тек пот, и я был бессилен. Вот я был реально без сил. И я подумал, блин, я никогда не позволю то, чтобы я вернулся сюда еще раз, или мои дети, я тоже бы не захотел, чтобы работали на такой работе. Начнем с того, что я там жил неплохо. Я работал программистом. Работал и жил, можно сказать, в центре Сеула прям. Все было как бы отлично, но с течением времени почему-то какая-то такая тоска была у меня по, можно так сказать, родине. И я начал думать, чем мне можно заняться, приехав на родину. Ну, само собой, я бы и программировал, как раньше, но хотелось чего-то своего, там, какое-то дело. И были такие мысли, почему бы не открыть общепит. Это единственная причина, тоска по родине? Были такие моменты, что у меня было все четко, но чего-то не хватало. Вот такое чувство бывает у человека, чего-то не хватает. Возможно, у меня там друзей не хватало, потому что я всегда был вдали от русскоязычных. Все равно менталитет другой. У меня были там товарищи, можно сказать, которые со мной работали, но все равно какой-то менталитет, восприятие у нас было абсолютно разное. Наслаждение такого от общения с людьми я не получал. Это денежные средства есть, инфраструктура есть, а такого вкуса прям жизни не скажу, что было. Около 5 лет назад я приехала в Корею. В Корею я приехала из России, из маленького города Комсомольск-на-Амуре. Я приехала вместе с родителями и братом, наверное, по той же причине, что и многие, это на заработки. Родители приехали зарабатывать, а я же учиться. Причина, почему, наверное, здесь я осталась, это я увидела очень много возможностей реализовать себя, так как я этническая кореянка, у меня тут достаточно возможностей, достаточно профессий, которые я могла бы изучить, обучить и дальше развиваться в этой сфере. Также нравится мне здесь менталитет, люди все они очень добрые, никто не смотрит на тебя свысока, каждый готов помочь, и это мне на самом деле очень нравится. Условия жизни, а точнее соотношение зарплаты и прожиточного минимума. Дело в том, что в России нам было не так просто по финансам. Тут в Корее мы таких трудностей не испытали. Да, поначалу было сложно всем. Теперь нам намного легче, я думаю, чем мы бы жили сейчас в России. В Корее я останусь, наверное, на постоянное место жительства. Приехал сюда за лучшей жизнью, на заработки, хотя вообще очень сильно не хотел. Знал, что здесь сложно, но в принципе уже морально был готов. Искал себя и все-таки нашел, наконец. Конечно, хочется вернуться на родину, потому что там очень вкусная еда, открытые, доброжелательные люди. Безусловно, там тоже очень хорошо. Здесь люди довольно-таки консервативные и закрытые. Но если говорить про экономическую ситуацию, то там очень сложно накопить что-то, да? Даже просто купить телефон, допустим, либо машину, сколько нужно работать, я не представляю. И где нужно работать. То есть здесь уровень жизни очень высокий. Можно позволить себе, в принципе, все. Очень безопасно. То есть в 2-3 часа ночи спокойно выходишь. Девушка, парень, неважно, никто тебя не ограбит, не ударит по голове. Даже если что-то забыл или потерял, обязательно будет на том же месте, либо передадут в бюро находок. Минус — это, конечно, очень дорогая жизнь, несмотря на доходы. Сложная работа. Вот поэтому я принял решение и все-таки ушел с завода. Попытаюсь сделать что-то свое и, надеюсь, получится. В принципе, я туда поехала изначально не работать. То есть я получила рабочую визу, но у меня там родители. Я поехала, можно сказать, отдыхать, посмотреть что-то новое. Потом так получилось, что я вышла на работу. И я поняла, какой это тяжелый труд, если честно. Как-то дальше потом я затянулась, но при этом я понимаю, что я не хочу все время работать на заводе. Мне там, в принципе, нравится комфорт. Там очень комфортно. Там, когда я была еще в Узбекистане, я здесь тоже работала, но, честно говоря, не соответствовала именно заработная плата. Когда получаешь сумму, которая не соответствует тому, что ты вкладываешь, естественно, работать мне не захотелось. Не все южнокорейцы прям нас обожают. Нас — это этнических корейцев. Нас не все обожают, и многие нас просто терпеть не могут. Я с таким тоже сталкивалась. Мы никто не застрахованы. Если там прижмет, ты готов туда поехать, жить и работать? Если прижмет, это отличный запасной вариант. Именно в 70-х годах это самый взлет был корейцев, да, когда среди корейцев были и министры были, и большие начальники, и ученых сколько было там и так далее. Ну а потом вот грянула перестройка, и вот вся молодежь сейчас там.
Друзья, мы сейчас находимся в легендарном месте. Надя расскажет, где мы, Надя. Сейчас мы находимся в колхозе, в котором родился мой папа. Здесь жили моя бабушка, дедушка. Здесь сохранился дом, в котором сохранился быт, и инструменты, печки, все точно так же, как было при моих бабушках и дедушках. И я думаю, что Владу они знакомы. Мы сюда приехали немножечко поностальгировать и окунуться, так сказать, в детство. Потому что все детство, что я и что Надя провели примерно в таких условиях, когда приезжали к бабушкам и к дедушкам. Поселок называется Звезда. Раньше он назывался Восточный Партизан. Те, кто отсюда родом, вам большой привет и добро пожаловать домой. Вот наша родненькая тетя Майя, которая с большим удовольствием открыла дверь в свой дом. За это вам большое спасибо. И, пользуясь случаем, передайте всем привет. Я передаю привет всем своим родным. Пеше в Тюмени, Зое, это сестренка, племянникам Андрею и Диме, Лиде, привет, сестренке в Корее, Вее и Вадиму, привет. И всем большой привет, кто знает тетю Майю лично. Мы немножечко здесь похозяйничаем, прогуляемся по вашему дому. Внутрь, конечно, не будем заходить. Да, у меня есть классная история про этот пай. Это вот эта конструкция называется? Пай. Это значит большая ступка. Здесь вот, смотрите, вот так убираешь. Туда помещается... Все, что нужно молоть. Это красный перец, это хлеб в том числе, да, рис. Вот эту вот деревяшку. А ну, звук. И нужно встать вон туда, Влад. Тетя Майя, что мы без вас бы делали? Да. Вот так вот? Слушайте, здорово. А здесь обязательно кто-то еще должен был стоять? Ну, типа поправлять там, что не промололось. Если напарник есть, хорошо. А, если нет, то палкой стоите и поправляете. В этой ступке мой папа, когда я родилась, вы знаете, что у нас есть такой праздник, как Асянди. Так вот, мужчины на этот праздник сами мололи муку для хлеба. И вот мой папа молодой делал это в мой первый день рождения. Что ж ты не пошла по стопам папы? Надя, почему ты уехала в Ташкент? Сейчас все можно купить, да. А у вас не сохранились колотушки для чартаги? Колотушки где-то были, но я не знаю Да. сейчас где. Чартаги — это корейский рисово-ударный хлеб. Вот там вот парили рис. Сейчас мы, кстати, пройдем место, где именно парили рис. И там собирались родственники, и вот такими большими деревянными колотушками они били. Вот, собственно, печка. Да, вот такая печка. Опять-таки это было сделано собственноручно бабушками, дедушками. Топили эту печку либо вот такими вот дровами, которые запасали, да, с лета, либо, я помню, опять-таки початками кукурузы. И сжигали там газеты, книги, все, что вообще. Ну, вообще, это, конечно, печально звучит, сжигали книги, но просто больше нечем было разжигать. Вот в таких казанах делали все, что угодно. Варили томат, парили пигодя. В каждом корейском доме такой казан, такой очаг обязательно присутствует. Вот, кстати, такой инвентарь, это шумовка, ею доставалось все. Когда в Ташкенте, да, в принципе, в Узбекистане ты спрашиваешь у людей, а где купить такие продукты, как рисовая мука, тяй, сиряги, чапсари, все тебе говорят Куйлюк, базар. Мы приехали на продуктовый рынок Куйлюк, родственники собирались. Вообще любое корейское блюдо, которое готовилось дома раньше, это был целый праздник. Да, собиралась вся улица, вся улица. соседи звали. Мы, наверное, воздержимся от того, что мы будем пробовать. Или ты все-таки, думаешь? я вижу, у тебя глаза голодные. Чартаги. Ударный хлеб корейский, это рисовый хлеб. Рис отваривали и долго его бьют и превращается в такую вкусняшку. Также чартаги едят у нас с бобами, с фасолью. Вообще чартаги в Южной Корее используют, прям даже десерты есть из чартаги. Здесь у нас еще есть что? Сиртеги называется. Это тоже, в принципе, рисовый хлеб с фасолью. Но здесь фасоль уже цельная идет. Да, уже цельная. Сиртеги вот так выглядят. Это тот же чартаги, в принципе. Просто вот здесь цельная фасоль, вареная, да, судя по всему, фасоль. Сейчас, кстати, процесс весь упростили, можно делать даже в микроволновой печи. Серьезно? Да. Но лучше этого не делать. Вот все, о чем мы сегодня говорим, это не история какого-то определенного одного дома или одной семьи. Это история, в принципе, всех корейцев, которые живут и проживали на территории Узбекистана и вообще в Средней Азии в целом. Сейчас, конечно, уже все заменено на электрические приборы, все молотят, да. Ступки сейчас уже, в принципе, может быть, никто не пользуется. В блендере. Нет, я вот и говорю, вот весной пользовались. А, вы до сих пор пользуетесь? Ну да. Приглашайте Надю, она будет помогать вам.
давай назад, все делай, как было. А что у нас здесь? Можно открыть. О, это легендарная штука. Вот эти вот камни. Замки не нужны были. Вот. Все. Идешь, отодвигаешь камень и welcome. О, а здесь кукуруза. А вы кукурузой кур кормите? Я помню, как мы по осени чистили. Кукуруза? Одним початком, да, другую. Весь двор был в кукурузе. Ты делал такое? Нет, такого не делал. Я помню тяй. Кстати, тяй, пройдемте. Тяй это вообще, это все. Для корейцев это все. Корейская соевая паста на основе бобов. Без тяя ни завтрак, ни обед, ни ужин он не может быть. Мы не будем сильно углубляться в процесс приготовления тяя, потому что он действительно очень сложный. Месяцами делают этот тяй. Те, кто не принимал участие в процессе приготовления тяя, тяй домой от бабушки и дедушки не получал. Очень такой специфический продукт. Специфический не для корейцев, но для корейцев это прям родненький. Это роднулечка, это тяй. Если вы никогда не пробовали тяй, то, возможно, для вас на первый взгляд, особенно запах, покажется очень странным. Но это абсолютно нормально, для нас этот запах не странный. Мы сможем сравнить тяй с парфюмом Шанель условно. Да, это прям, это вкусняшка, без которой я жизнь свою не представляю. Кстати, к чаю очень осторожно относятся на таможне, ты знал? Вдруг там лопнет пакет, да, и запах просочится. Но сейчас так люди подумают, что это прям вообще это... Нет, терпимо абсолютно, но очень вкусно. Я думаю, в комментариях напишут люди даже не корейской национальности, которые знают, что такое чай, и они подтвердят наши слова. Вкус чая очень сильно зависит от того, как ты его пожаришь. Каждая хозяйка в своем доме жарит по-особенному. Кто-то лук добавляет, кто-то не добавляет, кто-то больше чеснока любит, кто-то перец и так далее. Где используют чай в корейской кухне? Чай добавляют в суп сиреги тямури. Знаменитый суп пукчай со смешным названием. Да, пукчай. Кстати, в Южной Корее таких названий нет. Мы непосредственно говорим про корейцев, которые в Средней Азии проживают. Они знают такой суп пукчай, сиреги тямури. А в Корее это по-другому немножко звучит. Возможно, даже и рецепт немножечко другой. Здесь он более адаптированный. И вот про тот суп, который ты говорила, сиреги тямури, сразу вот такой вот веник. Но это вкуснейший веник. Это самый вкусный веник, который вообще существует на нашей планете. Это вариант такой зимний, когда бабушки заготавливают на зиму засушенный. Можно добавлять и свежий. А как по-русски? Капуста сушеная, вот. Сегодня мы просто ничего не раскрываем, вы уж простите, потому что здесь это как бы не принято. Можно мы раскроем и посмотрим. Надеюсь, сквозь прозрачные пакеты все видно и понятно. О, я что-то увидел. Родной ты мой, роднулечка, можно я тебя развяжу? Потому что ты никогда в целлофановом пакете не был в моем детстве. Ты заходишь в баньку и купаешься вот так. Это особый сорт тыквы, он вот так вот вырастает и очень удобно, как ковшик. Его потом разрезают, нужно очень осторожно действовать, потому что она может расколоться, да, хрупкая. Это очень интересная история. Когда я была в Корее, мне рассказывали, что первый император Кореи, когда он был младенцем, нашли в тыкве. На корейском тыква хобак, поэтому ему дали фамилию Пак. У меня императорская фамилия. Не в обиду Кима будет сказано. Ты Ким уже королевский. Вот эта вот штука мне неизвестна. Сейчас Надя расскажет, что это было. Но прежде чем ты это сделаешь, секундочку. Эти скамеечки имеют название, корейское название, моктусай. На самом деле корейцы традиционно так повелось, я все детство, это сейчас мы сидим за обычным европейским столом, а все детство ты ешь или на попе ты сидишь, то есть низкие столы, или вот такие моктусай. Но мне никогда не было удобно сидеть вот так вот в позе лотоса, мне вот всегда нужен был моктусай. В любую корейскую семью зайди там 10 лет назад, обязательно в уголочке будет стопка этих стульчиков. Кстати. Ну что, присядем? Анда! В русском варианте это называется жернова. Вот. В корейском это мятори. Вот сюда, в эту дырочку, засыпается там кукуруза или все, что тебе нужно перемолоть, опять-таки, и крутилось, вертелось. По сути, в современном мире это миксер. Блендер. Так, давайте этот способ работы посмотрим. Нет, сначала посмотрим внутреннюю часть. Вот так вот. Это два больших камня с такой вот очень текстурной поверхностью.
И ось есть. Вот. Немножечко кукурузы. Крутим, вертим. В обратную сторону. Обратную сторону. Мы потом все приберем. Против часовой стрелки нужно. Против часовой стрелки. Но потом все высыпали, вот, то есть вот до такого состояния. Итог видите, вот так вот. И это быстро. А я сейчас это кукурузу перекручиваю для цыплят. Ну, мы сделали вклад в ваш курятник. Теперь это нужно благополучно что? Ликвидировать. Тетя Май, а у вас есть какие-нибудь интересные истории о переселении? Может, ваши родители рассказывали? Было очень тяжело, ехали в эшелонах. И, короче, если остановка, быстро бегут люди, быстрее воду набирают. И кто-то умер по дороге. Выносили, оставляли, не успевали хоронить. Просто, ну, сколько может эшелон стоять? За это время покойников выносили, воду набирали. А вы родились здесь? Нет, ну да, конечно, здесь я родилась. У меня мама ребенком приехала в 10 лет. Вот. Моя бабуля, Царствие Небесное, она говорила, что вот первых двоих она родила прям на сене дома. А вы дома родились? Или все-таки в роддоме уже? Нет. Уже дома родились? Я помню, еще сестренка дома самая родилась. Я сама видела ночью. Страшно не было? А что страшного? Я же совсем маленькая была, не понимаю. Вот какие сильные люди были. Это мы сейчас чуть чего, ой, депрессия, надо пойти расслабиться. А вы такие сильные. Ну, жизнь такая была, закалялись люди. И умелые какие были. Сейчас мне жена говорит, иди там ручку от двери почини. Я такой, ну, ладно, я на работу. Ты спросишь, что ты знаешь о корейцах? Наверное, он скажет корейские салаты. Мне кажется, салаты наши классно разбавляют жирную узбекскую кухню. Мы здесь главное не спросили, сяби, я не очень. Да ты что, я обожаю сяби. Это планктон морской. Его смешивают обычно 1 к 1 с красным перцем. И тоже идет как заправка на хлеб. А мы можем открыть? Вот если вам не понравился запах чая, то сяби можно даже и не слушать. Вы знаете, что такое сяби? Понюхаете? Икра? Вот я говорю, икра, что нет. Ух! Взбодрился? А вы корейскую кухню часто едите, корейскую кухню? Да, не всегда. Что больше нравится? Есть же. Я не знаю, о чем он. Сяби, кстати, удовольствие не из дешевых. Вот эта вот баклажка стоит 120 тысяч. 0,5. Бутылка 120 тысяч. Да. Чтобы всем было понятно, на сегодняшний курс это $12 за вот эту штуку. Поэтому сяби мы отдадим. Берем. Вы заснимите, что мы отдали. Все. Дамы и господа, погреб. Нет, это Надя. Это погреб. Сначала выкапывают яму, да, и потом уже такую пристройку делают. Слушайте, а вот моя бабушка рассказывала, что вот когда они с дедушкой убежали, ну там не разрешали им вместе жить, они убежали и в землянках жили. Землянки примерно так выглядели, тоже выкапывали. Честно говоря, этого я не видела. А этого вы не застали. Ну и слава богу. Нам сказали, надо замок открыть, а замок у нас в виде досечки. Ну как, вот замок, самый надежный. Это, тетя Майя, как называется? Чи. Чи. Запоминайте, чи. Вот сейчас надпись вылетит. Чи. Не вылетела, скажи ты, чи. Чи. Во, вылетела. Сюда рис, да, для риса? И рис, и шалу, проливы. Туда засыпаешь определенное количество риса, и, естественно, там есть какой-то мусор и так далее. И ты стоишь вот так. Ну, сидя. Сидя делаем. Окей, сидя. Стоя тоже можно. У нас это не табу, типа только сидя получится. Ты много от мусора очищал? Я много ел то, что очищали. А вот здесь, если вы заметили, сушится кукуруза. Я помню, початок, когда остается, его сушат, потом палку в нее вдеваешь, и это чесалка получалась. Не надо просить, родная, жена, почеши спину. Вместе с кожей.
хватит для того, чтобы рассказать историю корейского народа за последние 100 лет. Мы собрали основные и самые интересные, по нашему мнению, факты. Надеемся, это видео было интересным для вас. Вот это родословное, она передается из поколения в поколение. Ну, естественно, старшему сыну. В лучшем случае, может быть, прадеда мы знаем. А потому что мы дети младших сыновей. Старшие сыновья остались в Корее, а младшие пошли в Россию, потому что им-то нечего терять. Все досталось старшему брату по наследству. А младших, куда деваться? Ни земли, да, ни дома. Вот он и вперед. Поэтому мы, младшие сыновья, не помнящие рода своего,